Всем привет! Вы на канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре синтезатор бренда Mideli MK401. Поехали! Синтезатор MK401 – это новейшая разработка бренда Mideli, сочетающая в себе не только инструмент с автоаккомпанементом, но также с возможностью сэмплера и возможностью микшера. Но обо всем по порядку. В инструменте 61 клавиша, чувствительная к нажатию. Она синтезаторная или полуузвешенная, достаточно удобная с точки зрения тактильных ощущений. В этом инструменте порядка 600 различных тембров, 200 стилей, дополнительные еще миксовые варианты демо-произведений. Но сейчас все потихонечку начнем проходить. Здесь огромное количество различных функций, но я постараюсь рассказать об основных, которые содержатся в данном инструменте. Начнем, конечно же, с тембров. Как и в других таких же клавишных инструментах, есть отдельная секция классических тембров фортепиано. Здесь их порядка 50 различных вариантов, но классический, как правило, 4-5 различных тембров. Продемонстрирую сейчас основной, который у нас здесь представлен. Также, помимо классических фортепианных тембров, здесь отдельно секции различных других инструментов, например, электропиано, струнные инструменты, гитары, духовые инструменты и различные варианты перкуссионных звуков. Здесь на нашей рабочей панели отдельно выделены секции каждых инструментов, что достаточно удобно с точки зрения поиска нужного звука. Например, послушаем варианты органа, которые здесь представлены. У нас здесь отдельная секция, она у нас под номером 085. Набираем нужный номер и слушаем данный звук. К примеру, послушаем еще звук гитары. Помимо классической гитары, здесь также есть тембр электрогитары. И, например, отдельная секция струнных инструментов. Давайте сейчас также послушаем данный тембр.
В данном синтезаторе также имеются отдельные секции более электронных искусственных звуков. Здесь их большое количество, больше 100 различных видов. Это могут быть и звуки совсем искусственного плана, например, там, звук воды или звук какой-нибудь сигнализации или стука, но и также определенное количество пэдовых различных тембров, мягких, космических. Давайте мы некоторые из них сейчас посмотрим. Здесь у нас есть отдельная секция, она называется SynPad. Посмотрим, какие тембры включены в данную категорию. Посмотрим еще вариант какого-нибудь синтового звучания. Ну, теперь переходим к стилям. Повторюсь, здесь порядка 200 различных вариантов стилей, также начиная от классических ритмов до каких-то более современных, более модных вариантов. Также помимо классического воспроизведения автоаккомпанемента, здесь можно использовать разные вариации для его исполнения. Это могут быть различные вступления или мелодические окончания, также развитие фактурное и инструментальное внутри композиции. Давайте я продемонстрирую некоторые варианты из этих стилей. Сначала просто в качестве ударной подложки. Здесь у нас есть отдельная клавиша Style, которая позволяет нам перейти в меню вариантов стиля. И далее на нашей рабочей панели указаны секции этих стилей, то есть мы выбираем тот, который нам нужен. У нас есть два варианта. Мы можем ввести номер на нашей панели нужного нам стиля, или же с помощью колеса провернуть до нужного нам аккомпанемента. Для того, чтобы продемонстрировать стили, которые представлены в данном инструменте, мы используем одну из секций, например, секцию Pop and Ballad. Она у нас выведена здесь на рабочую панель, находится под номером 32. Мы нажимаем кнопку Style и выбираем нужный нам тембр. Здесь у нас уже есть вариант регги под номером 149. Давайте его послушаем. Теперь для того, чтобы разнообразить автоаккомпанемент, мы добавим в него определенную гармонию, добавим начало, небольшие вариации в середине и мелодическую линию. Вот такой небольшой вариант композиции у нас получился.
Еще в данном инструменте содержится секция демо-произведений. Это уже завершенные музыкальные произведения, которые можно просто прослушать или также им саккомпанировать. Здесь порядка 200 различных уже заложенных демо-мелодий, плюс еще дополнительное количество для того, чтобы записать туда какие-то свои варианты этих произведений. Помимо классического прослушивания и сопровождения данной музыки, здесь есть функция обучения. Как раз обучение происходит на базе вот этих вот заложенных произведений для того, чтобы наглядно видеть нотный пример этих произведений и быстро выучить данный материал. Для того, чтобы прослушать, например, какой-нибудь вариант этой песни, у нас есть клавиша Song. Мы на нее нажимаем и автоматически попадаем в секцию демо-произведений. И здесь у нас как более классические варианты пьес, так и что-то более современное. Ну вот возьмем, скажем, что-то более популярное. Здесь есть произведение, называется Green Leaves. Он находится под номером 4. Давайте его воспроизведем. И как раз, например, на базе данной композиции мы можем попробовать использовать функцию обучения и попробовать выучить данный вариант песни. Для этого мы заходим в секцию Lesson. Здесь у нас есть 3 уровня обучения. Первый уровень рассчитан на то, чтобы вовремя исполнять мелодическую линию. Второй уровень рассчитан на правильность нот исполняемых. И 3-й уровень, он уже финальный, при исполнении уже обеими руками финального варианта произведения. Также после последнего уровня у вас появляется оценка вашей игры. Таким образом, вы сможете оценить, насколько хорошо вы уже знаете материал или его следует еще изучить. На примере, например, 2-го уровня. Сейчас у нас на данный момент включена только левая рука, партия правой руки исполняется уже непосредственно музыкантом. Не обращайте внимания на то, что довольно странное идет воспроизведение данного варианта, поскольку это режим обучения, повторюсь. И в данном случае музыка будет продолжаться только после того, как ученик правильно нажмет на нужную клавишу. Таким образом, в 3-м уровне у вас уже будет постоянное воспроизведение, благодаря которому вы сможете уже финально сыграть данную композицию. Как уже говорилось ранее, данный инструмент можно использовать не только как именно исполнительский вариант инструмента, но и как микшер. Здесь есть огромное количество функций для работы непосредственно уже с заложенными автоаккомпанементами. Давайте сейчас посмотрим, как это работает. На нашей панели представлена отдельная секция, которая называется «Микс». Здесь у нас также есть несколько вариантов различных автоаккомпанементов, но с ними нам не обязательно играть. Мы можем работать именно над качеством звука, над добавлением каких-то инструментов и над различными вариациями в исполнении. Продемонстрирую. Выбираем секцию «Микс». И, например, выберем вариант Chill Out. Давайте послушаем, как это звучит. В чем
Принципиальное отличие от автоаккомпанемента в том, что здесь мелодия уже гармонизована. То есть вам не нужно использовать мелодическую линию, все уже сделано за вас. Дальше вы можете это уже использовать как лабораторию для создания какого-то интересного трека. Что для этого нам понадобится? Безусловно, мы используем панель, которая у нас здесь содержится слева. Это наша стандартная панель по работе с автоаккомпанементом, где мы будем добавлять какие-то вариации или добавим фейд для того, чтобы уйти в затихание, или добавим какое-нибудь начало. И у нас дополнительно есть панель справа. За что она отвечает? Она отвечает за именно фактуру данной композиции. Здесь у нас есть отдельные секции, они подписаны внизу, благодаря которым мы можем добавить или убрать данную часть из этого аккомпанемента. Данную часть, например, инструмент или бас, или голос, или, например, какую-нибудь ударную подложку. Давайте попробуем. И на этом функции данного инструмента, конечно же, не заканчиваются. Принципиально новым введением в данных моделях синтезаторов это является сенсорный тачпэд. Он представлен здесь у нас на панели, и создан он для работы над эффектами звука в реальном времени. Здесь у нас на рабочей панели показаны эффекты, которые мы можем менять, и с помощью тактильного движения можем в реальном времени изменять качество звучания. Для того, чтобы продемонстрировать данную функцию, используем, например, классический звук фортепиано. Выберем эффект изменения частот и попробуем одновременно играть и использовать данный эффект. Еще один вариант, который можно здесь сделать, это добавить дилей прямо в момент выступления. Таким образом, это максимально позволит разнообразить ваш звук не только в момент настройки, но и в реальный момент исполнения. Эти эффекты используются не только для звука, но и, например, для того же автоаккомпанемента. Вернемся к нашему автоаккомпанементу Chill Out и попробуем использовать данные функции вместе с тачпэдом.
Вот такой интересный эффект при создании музыки у нас может получиться. Ну и, конечно же, в данном инструменте содержатся две основных функции для исполнения. Это функция split и функция layer. Что такое сплит? Сплит — это функция, позволяющая разделить инструмент на две части, объединив при этом два абсолютно разных тембра. Например, мы будем использовать в левой части инструмента бас, в правой части инструмента классическое фортепиано. Нажимая на кнопку «Сплит», мы оказываемся в меню выбора тембра для левой части клавиатуры. И, к примеру, мы возьмем, как мы уже решили, какой-нибудь акустический бас. Здесь у нас есть отдельная секция, она находится под номером 154. Выбираем. И в правой части клавиатуры у нас должен остаться тембр фортепиано. Посмотрим, как это звучит. Еще одна функция, которая здесь есть, это функция layer. Напомню, что это такое. При использовании данной функции мы можем сочетать одновременно два тембра, наложенных друг на друга. В таком случае мы используем, например, не только звук фортепиано или звук струнных, но и можем использовать их абсолютно одновременно. Для этого мы переходим в меню Layer. У нас уже автоматически выведен тембр струнного ансамбля. Посмотрим, как это звучит. Еще одним ноу-хау в данном инструменте является функция сэмплера. Что позволяет сделать сэмплер? Он позволяет создать звук, то есть записать его извне и преобразовать его в исполнении данного синтезатора. Для этого у нас есть отдельное меню, сэмплер. Для того, чтобы войти в режим записи, мы зажимаем одновременно кнопки Mix и Record. Попадаем автоматически в режим ожидания, выбираем банк для сохранения данного звука, и дальше запись автоматически включается, и мы можем записать нужный нам звук. Сам микрофон находится над экраном, то есть лучше всего находиться ближе к данному микрофону для того, чтобы звук передался более качественно. И далее у нас есть 2 секунды для того, чтобы записать какой-то максимально быстрый звук. И после этого он преобразует его для инструмента. Ну, давайте проэкспериментируем. Поп-мьюзик. 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 Это действительно интересный эффект для того, чтобы разнообразить ваше произведение и использовать это в каких-то микшерных историях вместе, опять же, с уже заложенным миксом, который здесь есть, или же с какими-то загруженными композициями. Ну и традиционно по подключениям. Данный инструмент, безусловно, можно подключить к вашему компьютеру через USB-провод. Он может также служить как классической MIDI-клавиатурой, но и, соответственно, можно в реальном времени записывать какие-то ваши материалы уже непосредственно на компьютер. Также имеется вход для наушников, для микрофона, выход для внешней аудиосистемы и разъем для педали Sustain. Хочу напомнить, что в данных инструментах педаль
не включено в комплект. Для синтезаторов имеется отдельная функция Sustain, которая позволяет сделать звук более растянутым с эффектом педали. Но это может быть не очень удобно в момент исполнения, потому что звук будет достаточно смазанный. Да, он создаст определенный эффект абстракции, но в классической манере это будет только мешать. Поэтому в данном случае я советую, конечно же, отдельно приобретать педаль для более удобного использования. И помимо того, что в инструменте содержится собственная возможность памяти, то есть можно записывать определенное количество собственных композиций в сам инструмент, также есть дополнительный разъем для внешней SD-карты для того, чтобы не ограничивать количество записей вашего музыкального материала. Ну что, подводя итоги, хотелось бы сказать, что это действительно очень классный инструмент с новыми возможностями, с новыми функциями. Он не ограничивает ваши возможности с точки зрения исполнения. Здесь можно создавать, здесь можно изобретать, комбинировать. Не только для начинающих музыкантов, но и для профессионалов. Он компактный, его можно везде возить с собой. Также он работает от батареек, что также важно. Ну и с точки зрения функций, повторюсь, на мой взгляд, это очень клевый прогресс, и он мог бы соревноваться с какими-то другими брендами, более известными в плане инструмента. Так что советую пробовать, экспериментировать. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Что вы думаете по поводу этого инструмента? Ну а с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Поп-мьюзик. 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 Слушай, нет, ну, меня же не будут в этот момент показывать, да, надеюсь? Ну, можно сделать, чтобы показывать. Это мы записали или ты тренируешься, я не У понимаю? меня пишут. Тут я как бы записываю.